20-летний Петр и Александр Шелимовы, кажется, готовы к любым испытаниям. Они однояйцевые близнецы, то есть появились в первые часы после оплодотворения. Эмбрион на ранних стадиях поделился пополам. Из каждой части возникли полноценные, генетически одинаковые зародыши. Я старше на 5 минут, мне кажется, из-за этого. 5 минут решать все. Наверное, нет ни одной пары близнецов, у которой не было бы легенд о семейной телепатии. Петр и Алексей не исключение. Он играл с друзьями в футбол, и ему мячом попали в нос. И разбили ему нос, у него даже кровь пошла. А я в это время сидел дома и смотрел телевизор. Я заболел и дома остался из-за этого. И у меня тоже из носа пошла кровь. Но откуда берутся такие истории? Это правда или фантазия? Дань древнему мифу о неразрывности близнецов. Близнецы, они друг о друге почти все знают, да, поэтому очень многие вещи, которые для нас кажутся удивительными, они могут быть просто спрогнозированы ими, потому что если бы у вас был ваш, как вот такой брат-близнец, вы бы наверняка знали все, что с ним происходит, и могли прогнозировать, что с ним может произойти. Поэтому эксперимент, который подтвердит или опровергнет существование близнецовой телепатии, мы строим так, чтобы Петр не знал, что и в какое время будет происходить с его братом. Жребий решил: Алексей будет приемником сигнала, а Петя, он в клетчатой рубашке, передатчиком. На обоих нейрофизиолог Владимир Конышев надевает датчики. Они будут фиксировать частоту сердечных сокращений, дыхание и электрическое сопротивление кожи. Показатели наших эмоций. Представь, что вы единое целое, что тебе очень важно чувствовать, что с ним сейчас происходит. Сигналы от коры мозга записываются энцефалографом. Если близнец-передатчик будет испытывать сильные чувства, это покажут приборы, закрепленные на его брате. Если, конечно, телепатия существует. 14 часов 56 минут 1 секунда. Электронные датчики на Алексее и Петре, разделенных сотни метров, и толстыми кирпичными стенами, синхронно пишут сигналы от их тел и мозга. От неожиданности Петр зажмурился. Зажглись зоны активации мозга. Вначале височные доли, ответственные за слух, а потом затылочные, которые отвечают за зрение. Однако подергивание мышц шеи и сигналы полиграфа показывают, реакция была. А вот телепатический приемник, брат Алексей. По крайней мере, внешних проявлений беспокойства нет. На хронометрах 15:01 ровно. Следующий день. Город Коломна, аэродром. 120 километров от телецентра Останкино. Кричать, когда прыгать, можно же? Да, можете кричать. Это первый в жизни Петра прыжок с парашютом. Самолет поднимется на 4000 метров. Потом парашют раскроется и 55 секунд свободного падения. Объясняю суть нашего эксперимента. Вот у нас есть пара часов синхронизировано до долей секунды. Это наше время, такие же часы точно идут и в Останкино, где находится ваш брат. Он приемник тех сигналов, которые предположительно один близнец передает другому на расстоянии, независимо от расстояния и от преград. То есть в тот момент, когда Петя будет прыгать, энцефалограф на голове его брата зарегистрирует или не зарегистрирует какие-то отклонения от обычных ритмов. Точное время я отвечаю, глядя в буссоль. На высоте 4 километров парашют – крошечная тряпочка на фоне неба. И вот свободное падение. Может быть, одна из самых сильных эмоций в жизни Пети. Алло, ну ты что-то чувствовал? Я прыгал с парашюта, было страшно. Многочасовые записи с полиграфа предстоит анализировать, чистить от шумов, синхронизировать графики по времени. Для чистоты эксперимента мы даем кривые двум экспертам. Владимир Конышев всматривается в кривые приемника Алексея. Есть 3 ярко выраженных момента, есть менее выраженные. Но вот одно из самых крупных это случилось на 15-й минуте эксперимента, а по абсолютному времени это в 15:06. Обратим внимание, Конышев не знал, каким испытанием и когда подвергался передатчик Петр. И вот еще один пик. Он совпал со вносом рептилии. Ну да, у меня зашкал. Неужели мы доказали, что эмоции действительно передаются на расстоянии? Спустя неделю после тщательной очистки записей их анализирует другой эксперт, который изначально в опыте не участвовал. Никаких изменений в мозговых токах Сергей Малых не обнаружил. А вот КГР, кожно-гальваническая реакция приемника, просто кричала. Когда Петр прыгал с парашютом, у Алексея была целая серия всплесков сигналов. Ну, вот для меня это удивительно, потому что я думал, что вообще ничего не будет, частота сердцебиения становится чаще. Событие выделено вот красной линией такой. То есть ты просто сидел спокойно, да? И ничего не чувствовал в этот момент? Ну, я долго сидел, наверное, почти уснул и чувствовал какую-то невесомость, наверное, перед сном.